Фирменное приложение для обновления прошивки. Два вида активного шумоподавления при проигрывании музыки. ANC в наличии. Управление сенсорами и механической кнопкой. Два драйвера, динамический и арматурный. Конечно же, есть режим прозрачности. Рабочие сенсоры приближения. Манжеты для дополнительной фиксации. Приличные микрофоны, по форме большие, странные. Не всем они подойдут. Алюминиевый корпус, Type-C, беспроводная зарядка. Да у них даже специальная приложуха для прогрева наушников есть. И это дело еще как работает. Премиальный продукт. Tube 676, всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, минимум 5 обзоров в неделю я выгружаю. Ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band в 5 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия и мои контакты в описании. И сегодня я расскажу вам о беспроводных наушниках Xiaomi One More True Wireless ANC EDH9001TA. Самое крутое это, конечно, не название, а пакинг. Упаковки One More можно назвать подарочно-эталонными или наоборот, максимально расточительными. Лучше эти деньги потратили бы на более приличный мешочек для переноски или на доработку программы. Внутри упаковки, как всегда, полный комплект. Наушники, мешочек для переноски, очуменный бокс зарядки, море амбушюр, книжка документации с картинками на русском языке и, разумеется, наклейка медвежонок. Вскрыли, достали наушники. Первое, что делаем, это скачиваем программу из маркета. Далее соединяем ушки с телефоном. Сразу замечаем, что наушники подключаются к телефону по отдельности. Логично, что по одному наушники работают. Хотя иногда бывают глюки при переподключении между правым и левым, но редко. Программа по мне максимально бестолкова. В ней можно увидеть заряд наушников, как в принципе и в шторке любого телефона. Также можно обновить прошивку наушников и изменить режим шумоподавления. Можно переключать режим работы сенсоров приближения и включать режим прозрачности. Ни встроенных пресетов, ни эквалайзера в программе нет. Также в программе нереально посмотреть оставшийся заряд бокса. И, конечно, я в курсе, что можно использовать эквалайзер практически в любом плеере, но хотелось бы прямой настройки наушников из штатной программы, а не метаться по приложениям. Бокс аккуратный и нереально красивый, тактильно очень приятен, из алюминки, притом дно его прорезинено, чтобы не скользил. Заряжать бокс можно как беспроводной зарядкой, так и по кабелю Type-C. При тряске наушники из бокса вылетают моментально и далеко. И хоть он и аккуратный, габариты не позволяют его суперкомфортно носить в кармане, незаметным его не назовешь. Емкость бокса 410 мАч хватает на 3 полные перезарядки наушников. Одной рукой достать наушники сложно, но можно. Вес и размеры вы видите сейчас на экране. Одинокий диод индикации довольно спорное решение, чтобы узнать оставшийся заряд бокса. Напоминаю, в программе оставшийся заряд бокса не узнать, что очень плохо. Наушники. Большие, габаритные. Для многих неудобные. Торчат сильно, под шапкой выпирают. Мне по форме они зашли. Некоторым, повторяюсь, неудобно. С другой стороны, амбушюр довольно много. Выбрать есть из чего. Официально заявленной защиты от влаги нет, и это супер плохо. Материалы топовый пластик. Диоды состояния во время проигрывания музыки в ушах не мигают, и это хорошо. На максимальной громкости отрабатывают 5 часов без хвостика, без активированного шумодава и функции прозрачности. И для двух драйверов это очень даже сильно. Хотя и не топово, те же анкера взять, они очень долго играют. По функциям: на механической кнопке изменение громкости, переключение треков, сброс звонка и ответ на звонок. Есть еще сенсоры в ушах, но через сенсоры вы можете только менять режим активного шумоподавления и отключать его. По шумодаву рабочий, но в то же время хуже, чем у AirPods Pro. И однозначно ощущается. Плюс даже пассивное шумоподавление здесь реализовано неплохо. Главное амбушюры поменять под себя. Датчики приближения с функцией автопаузы отрабатывают на отлично. Укладывать в бокс уши мне лично неудобно, никак не могу привыкнуть, постоянно путаюсь, как и куда их запихать. Кодеки на борту aptX, AAC и SBC. Достаточно, но не удивительно. Программа, кстати, до сих пор только на английском языке. Могли бы перевести, учитывая, что официально их в Российской Федерации продают. Собственного плеера в приложении нет, и это довольно плохо. Кстати, можно скачивать приложение, и даже нужно One More Assistant, которое не управляет данными ушами, но имеет функцию прогрева наушников, что владельцам этого гаджета я настоятельно рекомендую сделать, потому что если вы этого не сделали, считайте, эти наушники у вас вообще не играют. Корпус пластиковый, напоминаю, из ушей они сильно торчат. Bluetooth, конечно же, версии 5.0, связь держит отлично. Никаких микрофризов, через две стены ловят, заметной задержки в YouTube и играх нет. Играть в них комфортно. Вот вам пример задержки.
Микрофоны. Заявлена функция шумоподавления ENC. Вроде бы микро ничего, во всяком случае для такого форм-фактора. Вот вам пример работы микрофонов. Пример работы микрофонов Xiaomi One More ANC TVS. Рядом с дорогой, стою прямо вплотную. Вот сейчас мимо меня будет проезжать крупный такой Land Cruiser 200. Насколько хорошо работают микрофоны, вы сейчас можете слышать. Вот сейчас еще 3 машины подряд прямо рядом со мной проезжают. По мне микрофоны вроде бы даже очень хорошо, что странно для такого форм-фактора. Ветра практически не было. Вот сейчас довольно сильный задул. Так что если вы слышите, как он задувает, значит микронорм. Пример работы микрофона Xiaomi One More ANC TVS. Как я уже заметил, на улице они отрабатывали довольно неплохо, что удивительно. Может быть от того, что они торчат так сильно. Может быть от того, что и правда One More смогли реализовать что-то. В помещении вы слышите сейчас сами, как хорошо эти микрофоны отрабатывают или как плохо. Опять же, что устраивает или нет, всегда решать вам. Мне просто записывать вам примеры работы. При активации шумодава появляется белый шум, пусть и еле уловимый, но он есть, и звучание сильно ухудшается. Функция прозрачности довольно топорная, хотя работает. Мне не понравилась ее реализация, я бы лучше наушники просто вынимал из ушей, когда разговариваю, потому что пассивная шумоизоляция здесь эгегей, а прозрачность так себе. Звук. Напоминаю, наушники гибриды. За низкие и средние частоты здесь отвечает 10-мм динамический драйвер с титановым напылением, за высокий арматурный излучатель. В стоке из коробки имеем слабовыраженные низкие частоты без прогрева. А вот после прогрева низкие частоты становятся артикулированные, динамичные, бас становится глубоким. Средние немного, но все еще завалены даже после прогрева, но не критично. Чтобы был панч и более агрессивная подача, необходимо играть эквалайзером. И, конечно, подобрать амбушюры, тогда все получится. Громкости по мне хватает, но не на айфоне. С айфонами играют они довольно плохо. Цену на эти наушники можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Их, в принципе, везде продают. И как только вы ее увидите, вы поймете, что вряд ли кто-то из блогеров покупал их себе сам. Эту мне модель прислал производитель. Спросил, что мне интересно из их бренда, я выбрал эти наушники. Как всегда, без условий, тех заданий, что хочу, то и говорю. И это логично, ведь одно дело купить Sony 1000 и Anker 2 Pro, а эти вне распродаж стоят по мне неприлично дорого. Да я даже синхи вторые купил без проблем. Но One More не синхи. Хотя звучат после прогрева в некоторых моментах они даже лучше. Верхних частот у Liberty 2 Pro больше в стоке. У Sony больше басов, опять же в стоке. Когда мы начинаем уже работать над наушниками, по большому счету можно сделать из них что нам нужно. И я не устаю повторять, нужно все слушать, потом покупать. Резюмирую, эти ушки инструмент, который может выдать отличный звук, если постараться. Такие вещи для покупки советовать нельзя, их нужно слушать и решать самим для себя. Улыбнули, конечно, оценки на Али, слишком они хорошие. Подписывайтесь с колоколом, ставьте лайк за труды и пишите в комментариях, что вы больше хотите. Топ-10 наушников до $40 или топ-10 фитнес-браслетов, а может быть новый топ-10 товаров Xiaomi за 2020 год. Участвуйте в розыгрышах, девайсу да или нет, польза даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.